есть я за то, чтобы дети с детства несли ответственность сами за свою жизнь. Мама, все, хочу игры делать, не могу, буду в студии разработки работать. Как не воспитать ребенка игромана? Это возможно, это реально, и вот живое тому доказательство. Внимание! Вы можете выиграть голду. Для этого делайте клипы из этого выпуска подкаста. В название ставьте хэштег и свой игровой ID. 3 самых просматриваемых клипа получат от нас приз. А победителей предыдущего конкурса вы видите у себя на экране. Подробности в описании. Всем привет! Мы приветствуем вас на очередном новом мини-подкасте. Сегодня у нас в гостях очень необычные люди. Сразу двое. Это блогеры. Ребят, пожалуйста, представьтесь. Евангелина. Никита. И ваш канал. Chili Family. Если вы еще не знали, Chili Family — это особенный и необычный канал, в котором вся семья играет в Standoff 2. И ваши дети, да, как я правильно понимаю? Да. И дети, Пока только старший. Пока старше, да. пока старший. И, собственно, вы играете вместе Да. с ними. Да. Класс. Очень необычный формат. Я такого лично никогда не видел. И сегодня как раз-таки мы поговорим вот о том, как ваш путь начался, как вы снимаете ролики и как началось ваше увлечение стендоффом. Я, наверное, в детстве вот прямо хотел, чтобы у меня была семья, которая будет вместе со мной играть в Standoff 2. Но, к сожалению, у меня такой семьи не было. И это прекрасный повод поговорить как раз-таки о вас. То есть вы можете сейчас... Давайте расскажете о том, как вообще зародилась эта идея. Расскажите о себе, чем вы занимаетесь. Кроме стендоффа тоже интересно, чем люди, которые играют в стендофф, довольно-таки взрослые, могут заниматься в обычной жизни. Смотрите, я в стендофф вообще не играл, но играл сын. И он долго говорил, давай в стендофф. А я говорю, я в КС как-то не умею, я вот это на телефоне, тяжело мне. Но сын звал. Потом смотрю, жена уже начала иногда с ним играть. Думаю, все, надо втягиваться, сына поддерживать. Начал пробовать играть. Потом разобрался эмулятор, настроил, потому что мне в телефоне тяжеловато все-таки было и до сих пор тяжело. И как-то сын говорит, давай сними ролик, попробуй по стендоффу. Я до этого вел YouTube-канал. Почему Chili Family? Потому что мы снимали острую еду изначально, то есть вообще канал был по еде. У меня изначально было, что вы просто такие, на чили, на расслабоне. Вот Это такие. тоже, мы поэтому и оставили. И я попробовал, и первый же ролик по стендоффу сразу набрал несколько тысяч просмотров. Я думаю, все, буду играть в стендофф. И так и играю, уже 40 тысяч подписчиков. На самом деле началось все немножечко раньше, когда сын пришел со школы. Он тогда ходил, получается, в 3 класс и говорит, я хочу играть в игру, в Standoff 2. Я говорю, нет. Она ж, ты еще маленький. Он говорит, у нас вся школа, весь класс, вообще все играют. Я такая, хорошо, я себе скачаю, поиграю, посмотрю, что за игра. И сын неделю, вторую ходит, говорит, мам, ты же играешь. А Можно я с тобой? Получается? Да, меня затянуло немножко. Мне понравилось так вот. Я с детства любила стрелялки, я раньше в Crossfire очень любила играть. Кстати, там я, одна из вообще топов была в Crossfire. Но это было с компа, с телефона неудобно. И я очень долго так это училась, потом уже сын ко мне подключился, мы уже с Никитой обсудили этот вопрос. Очень долго, на самом деле, мы обсуждали, решали, можно, нельзя. Но в итоге мы ему одобрили эту игру, посмотрели, сами поиграли. И не увидели ничего плохого. К тому же не хотелось, чтобы этот запрет стоял между ним и обществом, между его одноклассниками, потому что они все объединяют. Все играют, да, а он да, один да. не играет, обидно. А сколько сейчас сыну лет? Ему скоро исполнится 10. Вообще, для меня удивление то, что вы так основательно решили подойти к этому вопросу, потому что, обычно, если ты хочешь играть в игру, ты просто в нее играешь и не приходишь, мам, пап, можно поиграть. А есть же родительские контроли сейчас на телефонах.
Такого Да. нет. Можно на приложение ставить запреты определенные. Ты не Да. сможешь просто запустить. А вы этим Да. пользовались? Да, у нас Да. стоит у ребенка специальная защита, он не может скачать приложение без нашего разрешения или какие-либо мессенджеры использовать. То есть все только вот он запрашивает, я думаю, если я разрешила, у него это приложение появляется на телефоне. Мгм. А есть какое-то ограничение по времени? То есть, допустим, он не может играть там более 2 часов, допустим. Есть такое ограничение. На каникулы на лето мы его убираем, а когда идет процесс обучения, изначально у него было это ограничение. То есть у него стояло 1,5 часа в день использования телефона, как он хочет. Затем у него оставался только WhatsApp, чтобы он мог мне написать. Ну, и какие-то такие вот полезные мэш, да, школьное расписание. Сейчас он уже подрос, у нас достаточно очень сознательный ребенок, и он сам уже может контролировать то время, которое он проводит в технике, он не пересиживает, я это вижу, и мы с ним договорились, что время сейчас ограничение у него снято, потому что он и так очень загружен. Он бывает даже и 1,5 часа не успевает посидеть, когда школа, когда кружки, он сам ходит в школу, сам ходит на кружки, как бы сам себя организует. То есть на первом месте все равно вот учеба, Конечно. какие-то занятия, а Да. игры это уже потом. А как вы вообще в такой большой семье справляетесь? Потому что, ну вот у тебя сколько детей? Я один. Один вообще. У меня было 3. И как-то нам было вот втроем тяжеловато. Мне кажется, то, что когда 4 детей и еще 2 родителя, это тоже какой-то, ну, такой груз ответственности довольно-таки серьезный. Тем более дети еще маленькие, за ними нужно следить. Где они, кстати, вот сейчас, пока вы здесь? Простите. Но старший сейчас с бабушкой и с прабабушкой на море поехал. Средний и еще один средний в садике. А самый маленький с моей мамой, со своей бабушкой. Прекрасно. На самом деле, я думаю, от лица многих наших игроков и от своего тоже выразить такой респект за то, что вы поддерживаете начинание и увлечение своих детей. Потому что, я думаю, у многих существует такая практика, что родители не принимают увлечение играми, считая это чем-то бестолковым. Как вот у вас пришло понимание того, что игры — это тоже часть жизни вот ребенка, и что это как-то надо поддержать? Да, и что этим нужно заниматься, и ну, как будто прорабатывать с ребенком эту деятельность, потому что на самотек как будто бы тоже сейчас нельзя пускать. То есть играй во что хочешь, делай что хочешь, нам не интересно. Такого тоже как будто это не очень здравый подход. Ну, в целом, игра — это основная деятельность детей. Мы тоже любим поиграть. Я очень люблю игры. Помогает то, что я психолог, Никита учится на психолога, и мы прекрасно знаем и понимаем, что основная деятельность у ребенка — это как раз-таки игры. Но, конечно не обязательно же, мобильные, компьютерные. Да, не обязательно мобильные, именно игра. Мобильным играм очень, на самом деле, в нашей жизни малое количество времени у детей есть. А в основном это походы в какие-то интересные места, игры, в тот же там какой-то игровой центр пойти, поноситься всем вместе. Вот. Но мобильные игры сейчас очень популярны, все играют. У нас такое время, что, мне кажется, невозможно не играть в мобильные игры. К тому же меня лично тоже захватывают эти игры. Мне нравится так иногда после тяжелого дня с детьми сесть и разгрузиться. Вот это, кстати, да, сейчас интересное такое время. У меня во дворе есть спортплощадка. Там ребята играют в футбол, волейбол, баскетбол. Они вот играют, носятся. Потом я замечаю иногда, они устали, все, воды попили, сели на скамейку и играют в стендов. Потом все, отдохнули, пошли снова. У них вот такая смена игр происходит от сидячих к более активным. Это интересно. Да, я тоже постоянно во дворе замечаю за ребятами, за сыном, за Димой, за его друзьями, что они тоже постоянно меняют деятельность. То есть они бегают, там, носятся, стреляются, толкаются, а потом раз сидят уже на лавочке. Там. Вот как психолог, какой совет вы бы дали родителям, которые хотят как-то тоже вовлечься в увлечение своих детей, но почему-то не могут это сделать? Ну, чтобы
поиграть с ребенком, нужно соединиться со своим внутренним ребенком и дать ему волю, свободу, тоже разрешение играть. Потому что многие взрослые выросли и как-то блокируют своих внутренних детей. И это не значит, что нет желания поиграть. Часто ценности немножко другие. Важнее сейчас поработать, убраться, там, помыть посуду, что-то еще сделать. Но, конечно же, я думаю, что дети, они не всегда будут маленькие. Это настолько мизерное количество времени, когда они такие маленькие, классные, интересные. И я бы советовала не упускать это время и становиться ближе к своим детям, играть вместе с ними, потому что больше всего, конечно же, родителей и детей объединяет именно совместная игра. У нас Антон бывший киберспортсмен. Круто. У Антона явно были проблемы с учебой, У меня... когда он увлекался киберспортом. Ну нет, именно с учебой как будто бы нет. То есть у меня был такой распорядок, то что ты приходишь, первую половину дня ты сидишь, играешь, не играешь, ты сидишь, учишься, а вторую половину дня как раз-таки ты проводишь там с командой, тренируешься. У меня была больше проблема с матерью всегда, потому что, наверное, сказывается недостаточное количество личного пространства, потому что, когда я был маленький, я жил с мамой, и мы жили там в однокомнатной квартире. И мама приходит с работы и говорит: я уставшая, я хочу спать. А у меня здесь тут тиммейты в Дискорде, я должен с ними разговаривать вслух, играть, там какие-то звуки, и это мешало, и мы из-за этого постоянно спорили. То есть насколько вообще важно давать тоже ребенку личное пространство, потому что на своем примере я убедился, то, что важно. Я когда переехал, я понял, что, оказывается, мне не хватало свободы в том плане, что я могу просто уйти, закрыться от всех и сидеть, делать, что я хочу сам, и ни от кого не зависеть. У меня была такая проблема, поэтому тут, может, вы тоже подскажете. Но это действительно очень важно не только детям, каждому человеку. Это необходимо иметь свое какое-то пространство личное, где он может даже хотя бы на время побыть один. Сейчас, кстати, очень классно есть альтернативы, что есть разные стримерские комнаты, которые можно арендовать. Это, конечно, не для детей маленьких, но если человек уже подросток и занимается ютубом, то почему бы и нет? Мы только поддерживаем это. А есть ли какие-то советы для юной части нашей аудитории, у которых самих могут сейчас быть какие-то, возможно, разногласия с родителями на тему игр как раз-таки? Есть совет, конечно. Я считаю, что наш сын правильно сделал, что он нас втянул. То есть мы уже посмотрели, что игра хорошая, что ничего там страшного нету, и более того, мы уже сами с сыном играем. Юная часть аудитории тоже не стесняйтесь, показывайте своим родителям игру, потому что кто сейчас родители, мы все выросли тоже на играх уже, то есть Counter-Strike был там в наше детство, кто-то постарше, может, Doom и так далее. И я думаю, большинство посмотрит и увидит, что почему бы и нет. Сейчас просто другие игры, другое время, и все. Я думаю, что детям важно обозначать ценность. Не всегда родители понимают, насколько это важно для ребенка. Важно, я думаю, чтобы родитель услышал тебя, подойти и сказать, что для меня это очень важно, быть искренним со своим родителем, сказать, какие чувства ты испытываешь. Если сложно понять, какие чувства, можно таблицу чувств открыть в интернете и поделиться. Я думаю, что ни один родитель не останется равнодушным к искренности, к эмоциям своего ребенка. Надо будет загуглить таблицу чувств, я впервые об этом слышу. В описании приложим. Чтобы каждый смог выразить свои чувства. Да. А вас не смутило то, что это шутер? То есть там ты, все равно какое-то оружие держишь, стреляешь и все такое. Меня это не смущает, потому что я сама тоже играла в такие игры. Никак это на мне не отразилось. Часто говорят, вообще отовсюду кричат, что шутеры — это насилие, это делает людей жестокими. Я думаю, что людей жестокими делают не шутеры. Согласен. Я вспоминаю, я когда играла, еще мелкая была, и сейчас я вспоминаю, что я всегда через игру, даже если я играла в какие-то игры, чему-то обучалась. То есть, например, я хорошо себе лидерские качества прокачала, потому что, когда я играла в онлайн-игры, я всегда какой-то создавала клан, этот клан обязательно какой-то лучший топ на сервере должен был быть, и он им становился. И уже, когда я выросла, стала взрослой, я вспоминаю этот опыт, и я понимаю, что
Да, я всегда была хорошим лидером. Это вот уже идет как еще одна кирпичик, ступенька в какую-то свою опору. Да, потому что ты, когда играешь, ты, несмотря на то, что ты не видишь людей, ты все равно какую-то социализацию проходишь, и ты умеешь общаться с людьми, ты понимаешь, как нужно ими руководить, потому что я тоже был лидером в команде иногда, и я понимал, что на мне есть ответственность, я отвечаю за результаты нашей команды, я должен их подготовить, значит, они должны делать то, что я скажу. И мне вот нужно было искать какие-то постоянно подходы, как мне донести свою мысль, как заставить людей что-то сделать, что мне нужно. Но при том это должно быть не на агрессии какой-то, а на консенсусе, чтобы мы нашли какие-то точки соприкосновения, и ребята делали то, что нужно для успеха. Меня, наверное, игры научили только стрессоустойчивости. Онлайн-игры обязательно. Когда, так, я не горю, все хорошо. Я не буду ему отвечать Я просто проигнорирую. Да, вернемся, наверное, к вашему каналу. Сейчас у вас на данный момент, на момент съемки, больше 40 тысяч подписчиков. Какие-то, может быть, планы, идеи по контенту, что хотите, может быть, в будущем воплотить в канале? Вот, да, у меня вот, может быть, более конкретно просто вопрос задам. Какие вот, условно говоря, рубрики можно вот придумать для съемки семьей? То есть, если это обычный блогер, понятно, мы их каждый день видим, эти ролики, но вот чтобы снять что-то такое семейное, чтобы это было интересно, это нужно, мне кажется, подумать. Ну, когда все подрастут, хочется больше вводить на канале именно сценок, да, что-то не только как играем в игру, а, например, как мы там что-то делаем, у нас какие-то атрибуты из игры, потом там бах-бах-бах, все, что-то случилось, и вот мы уже там в игре, и, ну, как-то вот такой интересный, может, эффекты сделать, что мы в игре на самом деле, то есть какие-то появляются... То есть да, разнообразить лайв-съемкой, лайв-контентом. Да, конечно же, Да. потому что ну, мне кажется, что лайв-контент — это интересно. Сейчас есть отдельный канал по лайв-контенту, который я веду, Chili Family Live, но там чисто вот как бы что мы делаем, куда мы пошли, не связано со стендоффом. А канал по стендоффу, конечно же, тоже есть идеи разные, как можно развивать дальше, ну, когда будет больше ресурсов для этого. Угу. Да. Ну, показывайте канал Chili Family своим родителям, чтобы они увидели, что вот можно играть все вместе, всей семьей. Кстати, это тоже классная идея, что можно такое видео снять, где мы дадим интервью нашим подписчикам, почему мы разрешаем нашим детям играть. Пояснительный для родителей. Пояснительная бригада. Видео для Покажи это родителей. видео маме, и она разрешит играть в стендофф. Это идеальное название для заголовка, мне кажется. А не переживаете ли вы за какое-то пагубное влияние в том плане, что вот, допустим, ребенок скажет, я хочу идти в киберспорт, вот как я сказал. Бросаю учебу. Я хочу, да, иду в киберспорт. мне неинтересно учиться, я хочу играть в стендофф, там, вон, киберспортсмены зарабатывают миллионы, я тоже так хочу, буду играть. И, ну, это ж по-любому будет какое-то... Ну, мне кажется, что не каждый родитель это принимает. Даже если он понимает, что такое стендофф, вот для родителей как будто бы очень важно, чтобы ребенок окончил учебу, у него была какая-то подушка безопасности в его жизни и все такое, а не он бросил все и такой, ну, я пошел играть и все такое. Потому что это ничем не подкреплено в плане как какой-то институт общественный. Его как такового нет. И поэтому это риск определенный. Я не вижу рисков. Никита, а ты? Мне кажется, смотрите, самое главное для ребенка — это пока он учится в школе, соблюдать баланс между школой и какими-то кружками и, ну, соответственно, в данном случае стендоффом. В будущем ребенок, как бы по мере взросления, если ему будет 18 лет, он скажет, я хочу там стать киберспортсменом по стендоффу, ну, закончить школу. Ну, я никаких проблем не вижу, почему ребенку не попробовать. Если что, он успеет в институт поступить там через год, если у него не получится там попасть в команду по стендоффу. То есть, в принципе, мое мнение, что в жизни нужно быть в первую очередь счастливым, а во вторую очередь уже учеба и все остальное. Если ребенок счастлив будет, играя в стендофф и пытаясь там быть киберспортсменом, хорошо. Вот. Не получится, он сам поймет, что, ну, другие были круче, грубо говоря, и они стали, а я пойду в институт учиться.
Вот. Или там стану стримером, например. Не обязательно же именно киберспортсменом становиться. То есть в игре много еще других вариантов, как если хочется состояться в игре, состояться именно в игре. Ну, вот так, я Ну, у меня думаю. примерно такое же мнение, что есть дети, они отдельные личности. Хочешь ты быть киберспортсменом, будь, я буду поддерживать. Хочешь школу бросить, в онлайн переведем. У меня нет ценности обучения, у меня нет ценности образования, и я не считаю, что нужно обязательно получать высшее образование. Каждый решает для себя сам. Половина мам нас за это возненавидит сейчас. В этот момент они Я знаю. выключают ролик. Не-не-не. Я много хейта, когда рассказываю о своих убеждениях и в жизни, и в интернете встречаю. Но как бы у меня была ситуация, что ребенок ходил на кружок по вокалу, и ему не понравилось взаимодействие, точнее, воздействие учителя, потому что он очень тонко чувствует, когда на него давят. И он мне сказал: я не хочу ходить. Я говорю: ну пойди забери свой костюм для выступлений и скажи, что ты не будешь больше ходить. Ты же сам так решил, сам скажи. И учитель очень удивилась. Она мне звонит, она говорит: а что, Дима не будет ходить? Я говорю: ну он же вам сам сказал. И она говорит: ну мне нужно ваше решение. Я говорю: зачем мое решение? Ребенок сам принимает решение, ходить ему или не ходить. Он сам к вам как-то пришел и сам уходит. Все. Совершенно мне все равно, на какие будет вообще ходить мой ребенок на кружки или не будет, и на какие будет. То есть он сам захотел в музыкальную школу поступить, он мне просто сказал об этом. Я ему заявку кинула, привела на экзамен, он его сдал. Ну, окей, ходи. Дорогу знаешь. Если ты будешь прогуливать, тебя отчислят, ну, твоя ответственность. То есть я за то, чтобы дети с детства несли ответственность сами за свою жизнь. Потому что если они в детстве этому не будут обучены, они вырастут, и они просто потеряются, они будут в шоке. Они либо продолжат жить дальше со своими родителями, да, и так и не научатся быть взрослыми, либо они сразу, постепенно, медленно, да, задача родителя дать себе, ну, самое главное, это дать взрослого себя ребенку и постепенно обучать тому, как он будет взаимодействовать с этим миром, когда уже вырастет. И мне кажется, это очень странно. Сначала все делать за детей, а потом ребенку 18 лет сказать: ну теперь ты Давай, сам. удачи. Это как просто вот выкинуть в океан посреди... Вот. Да. И немножко вернемся вот к тому, с чего мы начали, вот про увлечение киберспортом. Просто вспомнил, когда я маме в классе в 9 начал говорить: мама, все, хочу игры делать, не могу, буду в студии разработки работать. Ну ладно, все, главное, чтобы тебе нравилось. Вряд ли, конечно, что-то... А я там замахивался на какие-то американские, вот на мастодонтов таких, говорю: поеду, буду жить, вот там меня возьмут. Ну, туда не поехал я, конечно, но в целом получилось очень клево. А бабушки там все в одно горло говорят: да какие игры, да нормальную работу получи, да закончи универ, диплом, все, куда тебе, какие игры, это ж все баловство ваше. Ну да, так, наверное, говорят 70% вообще людей, с которыми я общался. Вопрос еще про пагубное влияние, значит, не только в сторону киберспорта, но, допустим, какого-то физиологического, потому что это тоже основной такой поинт всех мам, то, что игры, они там сажают зрение, это сидячий образ жизни. Осанка портится. Да, все. То есть, ну, ты как физиологически свое тело, ну, ломаешь. В общем, вы так как к этому? Ну, я не медик, ничего сказать не могу, но тоже программирование, там тоже сидячий образ работы. Здесь я думаю, что каждый человек сам для себя решает. Но пока это ребенок, понятное дело, что здесь родитель несет ответственность за здоровье. Я думаю, что если бы я была на месте родителя того ребенка, который захотел заниматься киберспортом, я бы привела его к врачу, и он бы сам услышал все, что ему необходимо знать, да, какие могут быть последствия с его здоровьем, и принимал бы решение все-таки сам.
так вот самостоятельно. Я просто, вот, я думаю, смог бы я в 10 лет, услышав какие-нибудь слова врача, принять решение сам. Я как будто бы руководствовался не тем, что какую болезнь там могу заработать, а тем, что мне нравится. Мне нравится играть в стендов, все. Я хочу играть, Ну, представь, тебе никакие говорят, болезни. что вот, будешь в стендов играть, у тебя спина будет прям жестко болеть. Ну, или там, не знаю, зрение ухудшится, будешь ходить в очках. Такой, нет, Так только дети- не ходить в дети, очках. они же не понимают еще, ну, что вот, ну, болит спина и болит, Да, а всё очки и понимаю. очки. Все Ну, понимают. например, у него коренные зубы выросли, я ему еще с детства говорила, молочные нужно чистить, иначе потом будут лечить. Он чистил. То есть я даже, бывает, забуду, мама, надо зубы почистить. И сейчас он тоже бывает... Я, если честно, уже не контролирую этот вопрос, но я вижу, да, что у него есть понимание уже в 10 лет, там, и в 9, и в 8, и в 5 это понимание было, что надо пойти почистить зубы, потому что я его привела в стоматологию, я показала, как это бывает, да, посмотри, как их лечат. Вот. Что там все орут в этих кабинетах, там все очень плохо и больно. Я говорю, мы тебе просто покажем. Ну, он уже тогда такой, я буду чистить зубы. И он их чистит. То есть, ну, как бы... Те же домашние задания, я знаю, очень многие родители делают вместе со своими детьми. Для меня это максимально, ну, непонятная ситуация, потому что я сразу сказала, ты твои домашние задания делай их сам. Мне, говорю, хватило своих. Я не хочу. Мне лень. И он делает. Но я думаю, что здесь, конечно же, чем раньше вот интегрировать отдельность ребенка и то, что у него своя жизнь, он родился не для того, чтобы принадлежать своему родителю и взращивать в нем самостоятельность, тем более разумным и зрелым он будет к 10 годам и старше дальше. Вы как-то вот говорили про авторитетность. У меня вопрос такой не к игре, просто вот про баловство, потому что когда особенно рождается какой-нибудь первый ребенок, его хочется баловать. Он же первый, самый такой любимый, его хочется, чтобы у него все было, ему все разрешается. А вот вы говорите наоборот про то, что мать и отец — это гора, а ребенок — это волны, и что там волны плескаются, вообще нет никакого дела. То есть он у вас, получается, вот не разбалованный как раз-таки. Почему у нас все дети очень разбалованные? Да? Да. Антон, там можно с двойкой прийти, ничего не будет. Как бы. Но если мы где-то едем или куда-то идем, нам все вокруг говорят, что у вас такие избалованные дети, они себя не умеют вести. Ну, потому что они очень яркие, умеют заявлять о себе в этот мир, и многих это раздражает. Если они чего-то хотят, весь мир будет знать, что я хочу. Интересно. Жень, ты был ярким ребенком? Я... Мне кажется, да. Ну, в какое-то время, да. Наверное, когда я в детский лагерь ездил летом, вот там я прям... Светился. Смотрите, вот я... А в школу приезжал там... Школа. В школе как все надо. Ну, давайте перейдем к следующему блоку. Это донаты. Знаете, что такое донаты, да? Конечно. Да. Вот, Не у нас... смотрел самое популярное видео на канале Chili Family, где Никита донатит сыну, тайком донатит. Сколько-то там, я не помню. Я видел этот, нам скидывали. И там так еще... Ой, а что это у тебя там? 76 серебра? Да. У нас, в общем, очень частые истории, когда дети берут, я не знаю, там, карточки своих родителей и идут такие, все. Я на шопинг, мама, папа, я на шопинг. Естественно, об Никогда этом так не делайте. Естественно, он не говорит об этом родителям, он идет, закупается и все такое, и потом возникают ситуации, которые приходится решать, потому что как бы ребенок купил там на карточку папы, мамы, и вот что делать в таком случае родителю? То есть как ограничить себя от такой ситуации? Но у нас такого, к счастью, вообще, в принципе, и близко не возникает. То есть есть моя карточка, она в моем кошельке, и сын к ней не подходит. Но именно касательно доната, ну так, сын, не скажу, что сильно прям хотел донат, но он видел, что есть скины как бы красивые, то все, было желание определенное. Ну и в определенный момент времени я уже, когда сам играл, подумал, почему бы и нет. И вот мы сняли такой ролик, и сын до сих пор играет, у него до сих пор эти скины на аккаунте, и он счастлив. Но чтоб без спроса, у нас такого вообще нету, даже в теории как бы не может быть.
Но если у кого такое возникает, это нужно говорить с ребенком как бы о доверии, о том, о сём. Понять вообще причину, почему такое возникает. Я думаю, это далеко не в каждой семье такая проблема будет. Я думаю, как психолог, что если такое возникает, то здесь ответственность на родителях, а не на ребенке. Потому что родители в К первую сожалению, очередь чаще всего ответственность на нас вообще перекладывают. И не важно. Да, здесь ответственность абсолютно точно на родителях, потому что такая ситуация была вообще допущена. И чаще всего, на самом деле, сейчас очень неприятную вещь скажу, она даже была смоделирована родителями и обстановкой в семье, и психикой родителей. То есть это дети отражение того, да, что происходит с родителем. Если такое случается, надо бегом бежать к психологу. Родителю, не ребенка вести. Да. Все, что с ребенком происходит, все можно решить без ребенка. Один только родитель или там двое родителей. Часто возникает такая ситуация, наверное, потому что многие родители не понимают, что вообще за донат такой в игре и почему надо на пиксели вкладывать какие-то реальные средства. Но донат — это прекрасный подарок, если вы не знаете, что подарить. Ну да, это как у вас, я так понял, это больше как способ поощрения, то есть если там ребенку ничего особо не нужно в жизни, да, но он там играет в игру, и ему это нравится, то почему бы ему там в игре чего-нибудь не подарить? Ну, мы на самом деле спрашивали у сына, хочет ли он. Он говорил, что нет, что ему это не нужно, но видно было, что он хочет. Тайна. Вот, поэтому мы решили ему задонатить. И мы сами в шоке были, как сильно он обрадовался. Даже в момент, когда мы донатили достаточно большую сумму, на самом деле, мы не подозревали, что он будет настолько рад. Давайте вопрос, блиц-вопрос. Скины решают или нет? Скилл решает. Правильный ответ. Хорошо. А для меня, как для девушки, скин вообще, мне нравится. Я играю не очень хорошо, но когда я играю, любуюсь на что-то красивенькое, мне прям очень приятно становится. Вы хотели бы, чтобы у нас были такие женские анимешные скины в игре? Да, сделайте Почему они женских персонажей. женские? Ну почему? Ну ты же играешь мужиком, и хочется девушкой играть. Я уже даже на стриме говорила, сделайте. Почему не сделают? Ведь много девчонок играют тоже, женщин играют. Я вот на самом деле у нас во дворе у сына друг, у него мама, я же ей тоже говорю, давай вместе в стендов. А уже так, уже в родительском чате. Давайте в стендов. Да. У тебя есть еще что-то в блице твоем? В блице нет. Есть еще вопросы, но в блице нет. Хорошо. Давай к нему перейдем. Я понял. Хорошо, вот как раз-таки сейчас нужен совет другим родителям. Вот мы об этом говорили косвенно, но сейчас нужен прям такой прям основательный совет, как привить другим взрослым то, что игры — это норма. Потому что большинство взрослых, они какие-то все равно консервативные люди, и они не принимают ничего нового, не принимают какие-то новые игры, они не хотят интересоваться. Вот вы говорили о том, что ребенку нужно завлекать родителей. Нужно приходить, говорить: мам, пап, вот есть игра, я в нее играю, я хочу в нее играть. Но все равно большинство спрашивают, как заинтересовать. То есть, может, есть какая-то секретная формула, которую нужно раскрыть, чтобы все получилось. Ну, не говорим, конечно, тут про то, как сделать так, чтобы родители в игру играли, но чтобы хотя бы поняли, что это вообще такое, что это важно. Никита, у тебя есть идеи? Ну, у меня есть такая идея. Я думаю, любой родитель должен понять одну очень простую вещь. Если ребенку дать запрет, грубо говоря, это ни к чему не приведет. Потому что ребенок пойдет в школу, возьмет телефон от друга и будет играть. Только еще будет испорчено отношение с родителями. Вот. И чем раньше родитель это поймет, чем раньше он пойдет сам навстречу своему ребенку, тем будет лучше. Потому что тогда получится найти компромисс, баланс, и получится, и, грубо говоря, играть, и при этом успешно учиться, ходить на кружки и все остальное. Это возможно, это реально, и вот живое тому доказательство. Да. Еще вопрос, тоже такой глобальный. Вот у вас есть взрослый сын и еще 3 подрастающих. Как не воспитать ребенка игромана? То есть, чтобы он не вырос человеком, который тупо сидит, играет в игры. Вот есть такое понятие, как задрот. И очень многие люди
в подростковом периоде, начиная, там, может быть, с 14 до 18 лет, они активно сидят дома и просто играют в Вот. игры. Ну, кстати, я была таким ребенком. Я с 13 до 19 сидела дома одна, пока родители работали, смотрела аниме, дорамы и играла в игры онлайн разные. И потом мне в 19 просто стало скучно, я такая, пойду посмотрю на других людей. Вот. Траву потрогать. Да. То есть, я ходила в школу, со школы я приходила, и все, там садилась за компьютер. Я ни капли не жалею, что я так время провела, потому что я за эти года, я так наигралась классно, что мне сейчас вообще особо сильно играть не хочется. Я играю только непосредственно либо с Никитой, либо с сыном. Либо когда нужно какое-то видео снять. Если сын просит, если у меня есть время, я играю. Так вот сама, чтобы отдельно, бывает. Бывает редко очень. У меня нету прям зависимости или желания играть, потому что я уже наигралась. Да? А Никита, ты наигрался в подростковом возрасте? Ну, у меня в семье была такая ситуация, что мне старались запрещать игры. И наоборот, тут вот как раз баланс, почему я сказал, важен, потому что мне, грубо говоря, запрещали, потом я вырос, смог играть, и я одно время играл очень много, чересчур. Потом с возрастом уже постепенно я понял, что нет, так тоже нельзя, и нашел баланс. Но лучше бы, чтобы это все шло с детства. То есть лучше бы мне не запрещали прям полностью тотально, а находили золотую середину. Вот, тогда бы более гармонично было, мне кажется, тоже, да. Да, у вашего ребенка нет какой-то тоже вопрос к киберспорту, зависти? Он вам не говорит о том, что он смотрит на киберспортсменов и завидует им? Нет такого? Сын, он больше не на киберспортсмена смотрит, разные типы по-разному, но наш, он больше смотрит на разработчиков, он говорит, что ему бы хотелось разрабатывать игры, и он даже учится постепенно программированию, пока какому-то базовому, и мечтает именно принимать участие в разработке игр, то есть он немного в другую сторону смотрит. Класс. А у него есть любимый разработчик? Я задам этот вопрос. Вот спросите, вы нам ответите, и мы на моушене выведем фотографию любимого разработчика. Да, чтобы разрабатывать игры, это и обращение к аудитории тоже. Просто играть в игры мало, учиться тоже нужно. Он даже когда играет, я его спрашиваю, он говорит, я играю с целью, мама. Я играю, чтобы понять, как лучше потом свои игры создавать. Прикрытие. Да-да-да. Не, он правда учится сам. Это хорошая цель, на самом деле. Это классно. Я тоже в детстве хотел стать... я говорил уже, что хотел стать не разработчиком, но я хотел работать в игровой студии. Я думал всегда, что я буду переводчиком. Я немножко даже поработал у нас переводчиком, но потом уже повернула дорожка в другую сторону. Классно, это тоже очень интересная история. И на этой ноте, я думаю, мы будем закругляться. Ребят, спасибо вам большое, что пришли, дали несколько, безусловно, полезных советов как родителям, так и нашей юной аудитории. Если ваши родители запрещают вам играть в Standoff 2, обязательно посмотрите с ними это видео, и, может быть, что-то изменится. Гарантии не даем. Вам тоже спасибо, что пригласили. Спасибо. Были рады быть здесь. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Chili Family, ставьте лайки всем. И до новых встреч. Увидимся в новых роликах. Всем пока. Пока.